Всем привет! У нас третий сезон, пока что еще вторая неделя слияния, но перед тем как начать, небольшое предисловие. Данную команду я, скорее всего, буду использовать на третьей неделе. Попутно с этим видео я опубликую еще одно, оно будет на босса Яталею. Почему так? Потому что на Яталею будет команда тоже через ледяной взрыв, которая наносит больше урона, чем на этом боссе. Но на третьей неделе нам все равно придется бить Альфанарсия и придется сделать некоторые рокировки. И в принципе больше, чем ледяной взрыв, да и в принципе лучше, чем они, на данном боссе пока что справиться никто не смог. Он в принципе рассчитан на героев неустрашимости, что мы будем использовать тут Зефи, но Зефи у нас занята, так как она в команде призыва вносит больше намного пользы, нежели мы заберем ее сюда и потеряем урон у призывников. Поэтому придется вот как-то так выкручиваться и бить через ледяной взрыв на третьей неделе здесь. Кем будем бить уже Яталею на третьей неделе, это будет уже отдельное видео. Время пока есть, что-нибудь, надеюсь, придумаем. А пока что разберемся с этой командой. Тайминги я использую вот такие, но скажу сразу, что лучше, чем руками, мы не отобьем. То есть, если мы хотим достичь прям максимального результата, то лучше будет, если Виньяру мы будем использовать руками. Уберем тайминги и будем уже вручную активировать не на самой высокой скорости, а хотя бы на X3 или X2 вообще, чтобы подбирать лучший момент для ее ультимейта. Остальные, в принципе, пусть как есть, так и стоят. Одни из ключевых героев это непосредственно сама Виньяра. Я ей собрал 94 ускорения, можно сделать, кстати, и больше. Суть как я делал, я просто любые абсолютно руны, это вообще не важно, какая тут будет главная характеристика. Вот у меня здесь вообще накрыт урон, просто где больше ускорения, то и ставим. Плюс часы. Также обратите внимание, что я собрал полноценный сет путника. Я не делал из двух вещей, потому что, в принципе, это ускорение вполне хватает. Даже то, что у меня есть. Также, несмотря на то, что Виньяра игнорирует контроль, нам все равно нужна будет сопротивление, потому что по резку ультимативного навыка от Альфанарсия она не сопротивляется. Поэтому придется именно через сопротивление. Потому что это особый эффект, это не контроль, который Виньяра игнорирует, поэтому придется именно так. По талантам я дошел до этого, это самый главный талант, который нам нужен. Все остальное, в принципе, не столь важно. Точность, конечно, не помешает, но, опять-таки, фейлы в команде будут, потому что сколько точности Виньяре не дай, она все равно может подфейлить. Она может не порезать полоску, она может не повесить какой-нибудь там штраф, например, глыба ледяная, которая также замедляет вот это вот оледенение сугроб. Поэтому бывают фейлы и приходится реролить чисто из-за Виньяры. Дальше очень важный момент это Финья. Она у нас максимально в сопротивлении. По возможности, конечно, еще и добираем просвещенность, но самое главное это сопротивление. Я использую банки со столпов, немножко тут влил и получилось вместе с банками целых 605 сопротивления сделать. Плюс ребра обязательно, потому что когда будет Альфанарсий ультовать, мы будем отражать его эффекты и также повышать урон у команды. По навыкам, вот опять-таки, все не столь принципиально. Главное взять талант на раздачу сопротивления. Мы союзникам будем раздавать сопротивление. Также всем союзникам нам нужно будет поставить руну на сопротивление. И в принципе этого будет хватать, потому что плюс еще Финья у нас ультует и повышает сопротивление на 50%. Сами знаете, с сопротивлением очень большой рандом, поэтому все-таки руну всем лучше поставить, потому что может чуть-чуть где-то не хватить. Плюс, сами знаете, бывает вроде как сопры много, но все равно что-то срабатывает. Плюс у нас Финья в заливке, в кукольнике, поэтому она у нас зациклена в тайминге. И не всегда будет получаться, что ее баф будет именно работать перед ультой Альфанарсия. Поэтому лучше все-таки пожертвовать чуть-чуть атакой и подобрать хорошие руны с хорошими допами на сопротивление. Тут, в принципе, ничего не менялось. Мы уже, в принципе, давно играем через ледяной взрыв, знаем, как их одевать и так далее. Поэтому просто собираем их в урон. Ну, как я уже сказал, сопру. По талантам ничего нового, все просто с воронки взято. Шина также, разлом, точность. Кстати, 180 мне вполне хватает, чтобы вешать разлом брони. Тоже в урон. Разлом и Зорок. Зорок также, как обычно, в этом сете у меня стоит. Все в атаку, орган, таланты не менял. Единственный важный момент еще, что мне пришлось ему немножко завысить ХП, потому что ХП должно у белки быть меньше всего. Для чего это делается? Потому что у Виньяры вот этот мифическая перчатка, которая
повышает урон при наложении щита. Щит она накладывает на себя и на цель, у которых меньше всего здоровья. В данном случае я подобрал здоровье так, чтобы у нас это была именно билдель. По снаряжению разобрались. В принципе, как проходит бой, сейчас покажу. Получается, у нас все равно тайминги чуть-чуть съезжают, хотя подобран именно старт идеально. Если на полсекунды куда-то сдвигаешь, то все, Индиара начинает не успевать, либо слишком рано, либо еще что-нибудь происходит. Поэтому именно старт и откат на начало подобран именно хорошо. Дальше уже начинает чуть-чуть где-то съезжать, где-то еще что-то. Но в принципе, если она не будет фейлить и будет всегда кидать и резать полоску, то в принципе все нормально. Но сами видите, что остается все равно немного запас. И если бы мы вот сейчас, допустим, не хватило. Хотя она просто затормозилась. Поэтому лучше, чем руками, мы не отобьем. Данной командой у меня получилось набивать 305, 310, вот так вот миллионов. Но я еще не бил руками. Поэтому, в принципе, когда уже будет третья неделя, я заморочусь конкретно, отобью руками. Пачка живет до конца. По расстановке тоже обратили внимание, да, что билдель стояла здесь и побежала сюда. То есть его боевой навык, который бьет на 9 клеток 3 на 3, он задевает только этих героев. Нужно ее ставить сюда было, чтобы она получила сопротивление от Фини. Поэтому тоже было обязательно. Но тем не менее, она, так как она герой-милишник, она отбегает и будет стоять здесь. В принципе, вот так вот у нас проходит бой. Живут, в принципе, без проблем. Опять-таки, если Иньяра что-то там сделает не так, либо полоску не порежет, либо штраф не наложит, тогда да. Тогда мы можем умереть, у нас все собьется, у нас Финя будет ультовать не тогда, когда надо. Но, опять-таки, это все именно из-за рандома. Никакой шмот или состав на это никак не влияет. То есть даже там без каких-то там пробуд. Вот у меня Финя, допустим, без пробуд, да. Ей вполне хватает, чтобы всех выхиливать, создавать сапру и так далее. Поэтому дело не в каких-то там супер шмотках, все только зависит от рандома, поэтому приходится ролить, или, как я уже сказал, лучше все-таки отбить руками. В принципе, у кого какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Попутно будет также, как я уже сказал, опубликовано видео на вторую неделю про Етелею. А так что, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.